Виктория, ты в эфирном пространстве. Да, я в эфирном пространстве, Что и ты видишь? я чувствую, как мое тело такое легкое стало. И я вижу, что мне мешает эта чашечка кофе, которую я выпила. И я себе подумала, зачем я его выпила? Мгм. И я смотрю, и пространство разделено по горизонтали на черное и белое. А там, где белое, там какая-то большая бумага находится, и кто-то говорит: контракт подписан. И так бум! Такой как удар большой. Мгм. А внизу вот это черное пространство. Оно такое черное, а там внизу как начинает светлеть. И какие-то сущности быстренько понесли эту бумагу и рассматривают ее как лампу такую, как будто это какой-то операционный блок. Так я слышу. Мгм. Так, куда это я попала? Мгм. Ладно. Ага. А считай, Виктория, вообще, чей это контракт? К кому он относится? Оно вот так оборачивается, и вот это где сектор будущего и сектор первоисточника. Там такое лицо, как в таком, как солнце сияет. И я вижу, там стоит такой человек огромный, Мгм. и у него как будто бы вот так, где грудная клетка, вот так рассечено, и такой шлейф тянется, такой плоский, как стена. Вот в сектор интерферентов оттуда, вот так по диагонали. Мгм. Так, а кто этот человек, Виктория? Я слышу «Царь сия Руси», и я вижу такой человек, это Владимир. Мгм. Оно звучит так: Володимир Красное Солнце. А красное — это считывается как благородный, потому что в украинском языке до сих пор есть красная дивка, то есть это устаревший такой фразеологизм, и оно означает как хорошая, благородная девушка. Красный — это красивый, благородный, а, Мгм. статный, то есть статусный. И Мгм. на нем такая длинная одежда, вся расписана. Вот как будто такие узоры. И шапка на нем такая. Мгм. И я вижу на нем такая шапка большая. Вот такая какая-то большая шапка, как корона. Но выглядит вот так. Ну, не такая корона, как ободок с такими вот штучками, а как такой котелочек какой-то. И я вижу, как из сектора интерферентов, из сектора магии вот так ему подают другую, какую-то очень черную штуку. И он вот М. так как-то ее на голову и так головой как пытается натянуть эту шапочку на голову. И она выглядит как шапочка такая, когда я присмотрелась к ней, она точно вот как носят эти монахи, черная шапочка. Мгм. Так, Так, интересно. Хорошо, Виктория, с этим мы разберемся. Давай тогда, как обычно, отсоединись от всех и всего, Да. поднимайся повыше. Мгм. На счет 3 найди в эфирном пространстве эфирное тело Владимира. Владимир. 1, 2, 3. Я зашла в какие-то, я слышу хоромы. Мгм. И я вижу такой город, белый.
а я внутри, и эхо идет. Мгм. А вот где ментальная карта, да, где сектор принятия решений, там меня зовет голос и силуэт такой. И он тянется вот так, как будто бы вырос из сектора интерферентов. Такой, как прозрачный, белопрозрачный силуэт с этой шапочкой на голове. И он мне показывает такой огромный лист бумаги, и такая вот у него черная шапочка на голове, и вот этот палец указательный черный. И он этим пальцем мне показывает в эту... это даже не книга, а как будто крылья такие распахнуты. Вот такая какая-то легкая, как... Ну, считывается как книга. Мгм. И сейчас я смотрю, да, это Владимир. Энергосфера большая, звенящая, прозрачная. ам, Так. И там на голове, где шестая чакра, между шестой и седьмой, вот такая, как пробоина, идет внутрь. А Мгм. а вот там энергетический такой столб идет. И вот эта черная энергия, она вот так идет внутрь, а изнутри вот так, где-то от пупка, там, где сердце, вот так, как будто бы оно разрезано, и чья-то черная рука вот так черное сердце держит. Мгм. Так, и сразу вот так как-то такой шлейф в сектор интерферента. И я смотрю, да, это Владимир, я вижу его лицо, глаза. Он очень доброжелательный. Мгм. Хорошо. Спроси у Владимира разрешение потрудиться с ним и для него. Он говорит, я могу разрешить тебе. Так, Я может. А разрешает ли? Мгм. Скажи ему, что рациональное хочет вот аспекты Он в этого говорит, сеанса. Мгм. что он знает. А вот эта энергия, которая у него идет, очень... Я отсоединяюсь. Вот как будто вот так разрезана по половине, и такой стеной вот так тянет в сектор интерферентов. Прозрачно-черная такая стена. Я ему передаю, чтобы он поднялся еще выше максимально, и он так начал подниматься, и бум, до потолка. Черный потолок, и он ударился головой. Мгм. А, Так, спроси Виктория еще раз у него разрешение потрудиться с ним и для него. Он разрешает, но как-то вот так, когда он говорит, образуются такие... Это процесс творения. Я вижу процесс сотворения новых реальностей. Он говорит, и у него изо рта выходят такие, как шары, и оно считывается, процесс зарождения реальности. Он творец. Мгм. Вот это мне приходит, что вначале было слово «логос». Это морфогенетическое пространство, которое связывает, вот как паутиночка, всю Вселенную, делает целостной, гармоничной. И именно слова, Мгм. я слышу, произнесенные слова рождают творение, новую жизнь. Мгм. Хорошо. Да, он дает, он сказал, я даю Мгм. разрешение.
Так, вот эта стена, которая стоит, я приказываю хозяину этой стены, этой энергии проявиться согласно его эфирным ДНК. Так, проявилась сущность с хвостом, похоже на как чертей рисуют, считывается как дьявол. Мгм. Какие-то волосы у него длинные, у этого черта, с шапочкой на голове. Вот эта черная такая, как у монахов. Так, приказываем назваться, кто он такой. От него тянется подключка в сектор магии. В секторе магии там стоит такая черный силуэт. И я вижу у него в руке такой черный, как посох, в виде креста. А на кресте там такой длинный посох, такой, такая палочка поперечная, и там такой маленький, вот такой, как человечек, как будто бы распятый. Мгм. Так, вот этому силуэту приказываю проявить согласно его физической ДНК на тот момент. Кто он такой был, приказываем назваться. Сейчас я увидела там, в этих энергиях, лицо Ильи с бородой, глаза его четко видно. Просто вот так вот голова, его голова. Мгм. Так, кто он такой, приказываю ему назваться. Я вижу, что он стоит и вот так как перебрасывает, как жонглер, мечами. Вот он жонглирует. И я вижу, как он на пространство, ну да, четко слышу: Илья, Илья идет. На пространство Владимира буквально наклеивает такие черные, считывается как эмблемы, Мгм. такие как кружочки черные, эмблемы. Ам, Так, приказываем отвечать, что он делает в личном пространстве Владимира. Я вижу, он считывается как личный советник, и вижу, как он какой-то, как будто бы из какого-то воплощения персонаж, который пугает царя. Так, чем он пугает? Я вижу, царь сидит на троне, и у него энергосфера, и он весь сияет. Этот называет себя советником. И я М, вижу, он берет, как черный сапог. Он пугает, показывает на Стамбул. Вот там, туда. Я так и слышу. Царьград. Вот туда. мгм. И берет черный такой сапог, снимает с ноги царя и вот бросает э, в мечеть. И этот сапог ударил там на мечети какой-то такой, как флигель. Мгм. И Так, он этим сапогом по этому флигелю ударил. Это в эфирном пространстве. Я вижу, как мгм. сейчас Ага, он... да, Владимир появился. Хорошо, размораживаю ситуацию, что там происходит. Да. После этого, когда этот Советник. советник, Ага. как этот советник бросил этим сапогом в эту мечеть, то этот сапог на этом флигеле, а там был такой петушок на этом флигеле. И этот сапог вот так накрыл этого
петуха. Мгм. И вижу, как царь вот так смотрит, а у него левая нога такая светящаяся, босая, а на правой ноге тоже сапог. И от этого сапога подключка в сектор магии. И я вижу этот писарь. Проявился писарь, сидит и пишет в этой шапочке. Мгм. Так, кто это писарь? Приказывает ему писарю отвечать, кто он такой, как мы его знаем. Я вижу Тараса. Мгм. Так, приказываем ему отвечать, что он делает в пространстве Владимира. Он говорит, описываю Так, что? историю развития цивилизации. Я вижу, вот как он пишет, как будто в келье в какой-то сидит, и у него такое углубление. И он такую черную книгу пишет, и вот туда, в это углубление ложит. И там в этой, оно как плита такая черная, а в этой черной плите внутри такой шар сияющий. Так, сейчас я посмотрю, что это за энергия, этот шар. Мгм. Оно считывается капля истины. Когда Мгм. я вот рассматриваю, оно выглядит, вот эта вся черная книга, как такое все черное, перепутано все, вот так, как будто это такие проволока вся, знаешь, запутанная. Считывается фальсификация истории. Мгм. Шлёцер. Вот имя слышу. Шлёцер. Ага. Ну, это уже другое, наверное, воплощение. Это не имеет значения. Да. Это то, Мгм. что имеет. Я Соотношение. только подумала, как это связано с Владимиром, и сразу появилось вот так. Здесь Илья, ниже этот шлёцер, и от этого шлёцера идут. а, Илья как будто берет от этого шлёцера вот эти пластины, вот эти знаки. То есть это переброс кармы, кармической ответственности. Мгм. Так, хорошо, Виктория, давай вернемся к тому моменту, когда вот эти сапоги были сняты с Владимира. Да. Этот момент. Мгм. Что происходило в этот момент? Где решение Владимира, почему он допустил это, забрать его сапоги? Сейчас я смотрю, что это означает. И я Мгм. вижу, что к нему приводят какую-то девушку. Она считывается как жена, и она именно пришла вот где этот, а, вот где Византия, я слышу. Вот оттуда вот так. Она как выросла вот оттуда. Мгм. Выглядит как... сейчас. Какая-то Мгм. девушка. Я подумала, что это за девушка, как ее зовут. Я слышу «Чужая религия». И вот эта программа, и у этого Владимира Мономаха появляется вот этот жест, то есть это программа. Интересно, а он крестил Русь или нет? Ну, считай информацию, Виктория, или спроси у него Владимира, так ли Это это. что-то с крещением связано. То есть я вижу, что э, вот эта жена, ее как подсунули, жену, и вот этот человек, который вот так показывает, вот этот советник, он пугает, пугает какими-то врагами, пугает, вижу, конница, как скачут с копьями. Мгм. Вот. И да, это с целью как бы защититься. Вот, вот так идет. Мгм. Так, приказывай этому советнику отвечать, правда ли это, что действительно враги угрожают, или это он выдумал? Приказываем отвечать правду.
Ну, я слышу, что он пугал брехней. Мгм. Понятно. Так, значит, появилась эта девушка, чужая религия. Что происходит дальше, Виктория? Ну, я смотрю на нее, и я вижу, что она какая-то странная, эта девушка. У нее под косой черный месяц, коса длинная тянется. А, а там, где грудь, у нее как будто бы провал такой, разрезано вот так, буквально Мгм. вот от ямочки отсюда, чуть ниже. Там, я слышу, там, где вилочковая железа, вот оттуда, вот так, как черная дыра, вот так, и где сердечная чакра, вот крест такой, как Мгм. провал, считывается провал. Мгм. Так, и этой девушке приказываю проявить согласно ее эфирным ДНК. Кто она такая на самом деле? Сейчас она вот так развернулась, эта программа, вот как ежик скрюченный, а потом его раз Мгм. можно развернуть и Мгм. посмотреть на животик. Вот так она это развернулась, и я слышу лживая религия, религия жертвы, насилия, Мгм. агрессия. И у нее вот так от сердечной чакры все эти нижние чакры, все черные. И там, где первая чакра, вот этот провал, оно такой стеной уходит в сектор интерферентов. И я слышу ложный дух. Мгм. Так, кто это в интерферентах? Ложный духу, я ей приказываю проявить согласно его эфирным ДНК. Так, появляется какое-то существо с крыльями. Крылья искусственные, машет крыльями, как будто крылья не ангела, а бабочки, двойные такие. Мгм. Весь черный, крылья какие-то прозрачные, и подключка идет от нижних чакр. Мгм. Приказываю отвечать ему, кто он такой. Так, это программа. Программа. Мгм. А я слышу принуждение. Программа принуждения. Мгм. И в основе ее лежит, я слышу, вижу лицо, кудрявое, рыжие. Слышу Соломон. Мгм. А вот эта основа, это что, Виктория? Это соло, Мгм. это как солнце, Амон. Мгм. Между прочим, среди киевских князей в этих, я помню, тоже этот Соломон был. Сейчас я посмотрю, кто это. Мгм. Лицо его вижу, Соломон, слышу Соломон, ага, гармоника. Мгм. Это программа принуждения, основанная на энергии Соломона, и я вижу, как, да, считывается предшественник великой беды. И я вижу, как этот царь Соломон, у него такие руки черные, и он такими черными руками кланяется вот так, приносит жертвы идолам. А там такие в рядочек, такие как идолы стоят. И он Мгм. им жертвоприношение приносит. А я слышу дары духа. И от него тоже вниз еще тянется подключка, а там такой, услышала такой страшный ха-ха-ха-ха. Мгм.
такой черный, пространство черное, и оттуда такой дьявольский смех идет. Считывается как надругательство. Вот этот смех. Мгм. Вандализм. То есть вот так идет вандализм. Поднять руку на святое. И вижу, что этот эгрегор, он прячет. Он что-то прячет, как солнце. Накрывает. Вот такое солнце накрывает плащом черным. Так, приказываем показать, что он там прячет. Владимир наш вот проявляется там, где он стоял в секторе миссии, и он показывает, как он вот так сделал, как будто бы умылся правой рукой, и у него появилась такая черная маска, и он ее снимает. Эта маска связана с сектором, я слышу, магии, сектор интерпретаций. Снова вижу Илью и Тараса. Это что? Маска. Эта маска находится у Владимира. Сейчас она проявилась. Мгм. А его истинное лицо, то есть его эфирная ДНК, потому что лицо отображает внутренний дух, и вот это, что он говорил, вот эти, то есть морфогенетику, то есть вот это дух Творца, он находится, его истинное я, скажем так, а, находится Мгм. вот там, в этом черном пространстве, поддерживает ложь. В Он эгрегоре там? поддерживает, да, вот этот эгрегор. Мгм. Я слышу эгрегор отлучение от Творца. Мгм. Так, Виктория. А вот эта основа Соломон, которая находится в этом эгрегоре, по-моему, Да. как она относится, вот эта основа Соломона, как она к Владимиру относится? Сейчас посмотрю. Я вижу, что это программы, они выглядят как ступеньки, и вот Владимир как будто бы идет по этим ступенькам. Мгм. Сознательное, я слышу, рациональное, сознательное, выбор, и вот так вот контракт. Черная книга, слышу, контракт. Мгм. Разрешение на деспотизм. И тут я увидела этого царя, который сидит в белых хоромах. И вот этот прислужник, его советник, подает эту черную книгу, и он разрешает деспотизм. Мгм. Я слышу изменение власти, вот так вот. Шх, изменение власти. Изменение парадигмы власти, отлучение от первотворца, от кона первотворца. Мгм. И в этот момент у него как будто бы вот так э, передняя часть, он вообще, его, когда я смотрю Мгм. на эфирное, это как шар такой. Когда я смотрю вглубь лицо его, и как будто бы вот это раз, кто-то половину шарика этого отрезал. Лицо, именно вот лицо. Мгм. Я слышу голографическое отображение истины. Ну, как мы говорим, эфирная ДНК. Мгм. Оно считывается как голографическое, потому что Вселенная образная. Вот, голографическое, то есть такой образ, живое пространство. И он теперь показывает, что когда он говорит, у него вот эти шары тоже такие отсеченные, но не половина, а где-то четвертая часть. Мгм. Так отсеченные, Неполноценная. неполноценные, да. Мгм. И он говорит, Хорошо. что он потерял Соломон.
Так, вот этот Соломон, то, что мы видели, что это за Да, Соломон, ну, который... это Соломон, это программа, как через которую это как вход, через которую он как бы вошел в те нижнее пространство. Ну, скажем так, потерял эту частицу. М, Да, вот почему. это как дверь, портал такой. Да, оно считывается подготовленный ресурс. То есть вот этот, да, я слышу, храм, Соломон. То есть это было уже подготовка к К вот этому контракту, наверное. этому контракту, но оно одновременно считывается и как уничтожение зла. С одной стороны, он Мгм. теряет вот эту свою сияющую часть, а когда я это просматриваю, то считывается, что и потеря потенциала, и потеря творчества, и начало уничтожения зла. Мгм. Так, хорошо, Виктория, давай Это то, что посмотрим. называют дуальность мира. Понимаешь? Мгм. И с одной стороны. Да, то есть все имеет и позитив, и негатив, только не все понимают, чем это все закончится. Какой смысл Так. этого всего? Да, Виктория, посмотрим вот этот контракт разрешения на деспотизм. Что на физике происходило в этот момент? Я сейчас вижу такую картину, что он, Владимир, этот царь, берет эту девушку, королеву какую-то. Она Мгм. считывается как королева, и посадил ее в какой-то, он ее как будто бы взял и засунул в какой-то чан. Хм. А потом, когда высунул ее оттуда, то она уже стала как ледяная, и такие от нее огромные, как сосульки, такие пирамидки ледяные. Хм. Считывается она жена, Так, а вот что и это стоит за... она с правой стороны от него. И от нее, сейчас, одну секундочку, тянется подключка в сектор магии, а там вот эти Мгм. Так, вот этот процесс подстава, да, ловушка. засунул в чан. Виктория, вот это что за процесс? Не крещение, Да, это омовение? крещение, так, но это я так вижу в эфирном пространстве, что Мгм. происходит. Когда он ее такой черный чан опустил, Мгм. так, вот этим крестом бум по голове ударил, и она превратилась в эту ледяную, как снегурочка. Только такие Мгм. огромные, такие, как пирамиды. Ну, если взять отношение человека, то где-то как метровые, 1,5-метровые, такие огромные вот эти сосульки. Ну, точно как ежик. Мгм. Вот. И она как с правой стороны у него. И он раз так вот смотрит ей в глаза, и у него прорастает такие от нее вот этот лед, и у него начинает в голове как будто бы все льдом покрывается и трещит, и я прямо слышу, как все замерзает. Мгм. Так, а вот это крещение, что принимает эта девушка, считывается, как ее звали на физическом плане? Кто она такая была, имя ее? Слышу жена. Мгм. Так, Виктория, ты говорила, вот там кто-то смеялся в тот момент, когда она принимала это крещение. Да. Сектор магии, там кто-то был, кто в секторе магии находится, приказываю проявиться. Появляется вот этот
силуэт, который с такими шарами, и он жонглирует с хвостом, с бородой. Ну, Вижу в нем лицо Ильи, и вот так как-то голова Моны, а хвост как змея так потянулся туда, а голова такая, как гипноз белая, а хвост вот так потянулся в сектор интерферентов. И снова он берет эти шары, как будто бы подтасовал, а потом я слышу, ой, какое-то слово, сейчас вернусь, вернись. а приклеить, приклеить. И он так, тьфу, и вот эти черные приклеивает. Это сейчас надо спросить, что это он делает. Сейчас я Приказываем отвечать, что это он делает, что он приклеивает и с какой целью. Появляется вот эта точно та же, вот эта книга, которую там этот писарь писал, вся вот это запутанные вот эти все. И Мгм. внутри этот сияющий шар, это решение, вот оно звучит так, считывается, это решение Володимира царя Киевского принять крещение. М. Так. Так, это решение связано Принять с этим. чужую религию, Ага, понятно. основанную на обмане, на лжи, на жертве. Вот этот крест с Мгм. этим таким, вот такой малюсенький этот символ этого человека распятого, символ смерти, мучительной смерти. Понятно. Так, хорошо, Виктория. Давай поднимись повыше. Да. Так, давай оставим вот этот контракт, а остальное от всего соединись. Ага. Так, приказываю всем сторонам этого контракта разрешение на деспотизм, всем им приказываю проявить согласно эфирных ДНК и встать по старшинству. В секторе интерферентов какая-то проявляется сущность очень большая, так что я не могу ее рассмотреть. Это спрут, эти вот щупальца с такими присосками. Я его уменьшаю, приказываю, и щупальцы вот тянутся в сектор магии. А на щупальцах, как марионетки, о, Илья, Дамона, вот одеты на щупальцы. Тарас. Мгм. Так, Интересно. да, логично. Мгм. Так, вот этот спрут, кто там еще есть? Так, кто это спрут? Сейчас надо посмотреть. Давай посмотрим. Приказываем отвечать, кто он такой, истинная его суть. Змей, противник, Мгм. слышу по-украински, наклепник. Это как, Лжец. ну, это мягко говоря, Да. лжец. Мгм. Это тот, кто клепает ложь. Мгм. Также считывается провокатор. Мгм. Вот. И диффузия, диффузия. Так, что это за диффузия? Смешивание. Диффузия. Я слышу смеха и добра. А смех — это вот это, что я слышала. Ха-ха-ха. Насмешка. Это, да, это Мгм. подстава, ловушка. Это он считывается как Осмеять добро. зверь. Да. У него как это... А кто главный? Приказываю хозяину этого спрута, самого главного, проявиться в его пространстве согласно его эфирному ДНК. Снимает такую бычью голову, и внутри
весь в синих одеждах с камнями. Самый главный демон, самый первый. И мне идет, там нельзя долго оставаться. Мгм. Я хлоп Подним- закрыла это. Мгм. Это вот этот Поднимайся выше. Люцифер. Мгм. Так, Так, поднимайся, Виктория, отсоединяйся от этого, да. от тех пространств, очищай твое пространство от И от чужеродных него энергий. ползут такие, у него от ног расползаются такие, знаешь, как большие белые змеи. Личинки. Что Гипноз. такое? Гипноз. Они просто так А, Я его закрываю, мгм. и вдруг Владимир поворачивается, смотрит к этой жене, вот так ее тормошит, и эти сосульки начинают звенеть, разбиваться. Он ее Мгм. тормозит, он ее по щекам бьет, она как будто бы спит в каком-то сне. Он Мгм. ее по щекам бьет, будет. Он называет, он говорит: "Проснись, любовь моя", и целует ее в губы. Мгм. Так, хорошо, Виктория. Давай посмотрим на контракт, условия контракта, на что согласился Владимир. Так, вот он берет рукой так, как очищает, как будто бы со стола всю эту утварь сбрасывает. Мгм. И когда он там много-много всего такого, чего-то беспорядок был, и он вот это сдвинул, и образовалось такое поле. Оно считывается поле, выглядит как такое белое пространство, как туман густой. И книга с 2 страниц. И вот когда я смотрю, то вот эта страница белая, а здесь с этой страницы выросла огромная черная пирамида, считывается гора. И на этой пирамиде Мгм. кто-то стоит, тот, кто связан с сектором магии. У него такая длинная борода вот тянется, и корона черная, и он имеет шест, и вот так как-то в секторе принятия решений, как крутит такой вихрь этим крестом. Мгм. Приказываем ему назваться, кто он такой, этой фигуре в секторе магии. Так, сейчас я смотрю на то, что там находится на этой горе. Мгм. Оно считывается, я слышу, честь имею. И кто это? Он раз Приказываю. провалился, с этой горы провалился. Этот вот советник. Мгм. Ильюша. Он считывается также маг. Маг Мгм. и мастер. Мастер гипноза и мастер вот этой горы, сопротивление Творцу. Вот эта черная гора, она внутри как будто из арматуры сделана, а внутри там кто-то живой сидит. Внутри горы. Да, Мгм. в той, Так. которая вот выросла с этой книги. Мгм. И там я вижу лицо нашего Владимира. Мгм. Так, понятно. Так, вот этот Что интересно, Мгм. лицо как Да. колобочек. Просто лицо, и все. Солнышко. Да, да, солнышко. Так, условия контракта давай посмотрим, Виктория. Да, вот я вижу, как этот царь сидит, Мгм. и у него на правом колене эта книга.
И он в таких раздумьях, он думает, я слышу, сочиняет, сочиняет что-то. Мгм. И у него к его сочинениям тоже подключка в сектор магии. Так, кто ему помогает сочинять? Мгм. Кто там? Приказываем Снова я проявиться. слышу советник. Я вижу, как эти сапожки, они уже не такие черные, и они вот так, как спиралькой закручиваются. Левый, правый. То есть меняются местами, закручиваются косичкой такой, кадуцеем. Мгм. И он тут стук, принял решение. Говорит, принял решение погрузить мир во тьму. Дал разрешение на господство Вельзевулу, этому спруту, Мгм. дьяволу. Это дьявол, это лжецы, это я вижу, что это вот этот программа «Писарь». Вот это все перепутать, запутать историю. И магия. Мгм. Вот этот чернец, то есть этот. И также я вижу, он по этому контракту разрешает навешать на него контракты, то есть усилить воздействие кармы. И вот я вижу, как тот момент, когда Владимир вызывал каких-то помощников и вылазит из сектора магии от Ильи и от Моны такое сущность сине-зеленая, очень плотная, такая, как какой-то, когда я смотрю, он похож на ящерицу, а Мгм. считывается диагност. И он расставляет такие пластинки, считывающие устройства. И это, я слышу, сопротивление добру. Мгм. То есть это в условиях контракта поднять гору. То есть что? Сейчас я посмотрю, что это означает. О, я вижу Посмотри. противовес, и он противопоставляет свету первоисточника. Вот эта гора, это эм, вот эта гора, это символ, я слышу, ам, вот это магии, магического воздействия, устройства, фокус, и вот глаза его, фокус. Мгм. Я слышу на Израиль. Вот эта ледяная статуя. Почему это такое? Сейчас я посмотрю, что такое Мгм. Израиль. Посмотри, Виктория. Показывается вот этот Соломон, который вот так пух, как будто бы его разбили наполовину. Из рая. Почему-то Израиль это как из рая. Изгнанные из рая. Потеря гармонии, целостности. Снова слышу перефокусировка. И сразу на этот черный шар, где вот это ха-ха-ха. Мгм. На антимир, на это устройство и служение фактически интересам дьявола. И когда я смотрю туда, и я вот слышу распуста, то есть это как основа. Распуста это как в переводе на русский сейчас не хватает мне воли здесь. Как Так. блуд, духовный блуд, как это Мгм. блудница вавилонская, то есть это блудить, то есть предать
свою вселенную, первотворца, Мгм. иконы, и начать служить интересам дьявола. Так, хорошо, Виктория. Давай вернемся к этому контракту. Да. Так, что происходит с эфирным телом Владимира? Что он дает, что он получает? Давай посмотрим. Ой, так интересно. Он так там сидит и показал такая дверца в секторе первоисточника и будущего. И она как будто имеет такую, как знаешь, палочка, которая держит. И она вот так раз открылась, дверца, и оттуда какая-то девушка показалась. И она считывается как жена, и она оттуда выходит, и вот так в сектор принятия решения Мгм. снимает с этой женщины, с этой жены, а, с этой, ну, как программа жена, как одежду снимает, с нее вот так просто снимает. Это Мгм. весь этот лед, это все. И это все пропадает. То есть она исчезает. Мгм. И в этот момент я вижу, как Владимир смотрит на этого советника. Вот там, где он там подписывал этот контракт. Вот он Мгм. сидит вот так, такой большой, на правом колене такая эта книга. И он смотрит на этого советника и берет вот эту ящерицу сине-зеленую. Она такая огромная, толстая. Помощники эти, ну, так и считываются вавилонские помощники. То есть Вавилон – это мать замешательства, мать лжи и ложных религий, то есть религий, которые уводят человеческое сознание от конов Вселенной. То есть магия. И он берет этого помощника. Мгм. Я вижу, как он просто засовывает, как в рот Илье, этого вот помощника. Так Мгм. лицо смеется. Так. И он взял эту книгу, вот так как струсил что-то темное, черное с нее, и внутрь заглядывает. Поднимает и достает свое лицо, вот это солнце, которое там было. А считывается оно как Соломон. Гармония, целостность. И я вижу, как он возвращает его обратно, то, что было отрезано. И Мгм. когда он это сделал, то в этот момент м, вот эта черная штука, которая вот так как вливалась, энергия в голову, она просто выдавилась. Мгм. И я вижу, как эти черные программы сами, то есть как карма работает, вот этого советника хвать вот так за горло, за шею. Это спрут, который игрался вот так, как, знаешь, эти игрушки такие на пальцах бывают. М. Ну как эти петрушка, что-то такое там. Ну, Ага. эти, да, да. Ага. Да. То есть вот эти маги, все эзотерики, которые магичат, они на самом деле вот как Марионетки. чревовещатели, марионетки, чревовещатели этого дьявола. И я вижу, как этот дьявол как бы ими управлял, а потом хвать его же за шею и пожирает их. То есть энергии Мгм. буквально как пожирает. И в этот момент я вижу, как эта книга, которую Тарас, писарь, положил в это углубление, э, вот эта М. истина, которая там внутри, как шар, как маленькая часть лица, скажем так, фрактальная часть души Владимира, начинает вот так сиять, и вот эти все запутанные вот эти нити черные начинают распутываться и уходить в эту шапку, в черную шапку.
Мгм. Она как Так. вот такая, знаешь, как будто бы она из 4 частей. Сверху как пирамида, потом как цилиндр, но такие не круглая, а квадратиками такая, как будто бы из 4 частей сделана. Вот. И оно туда уходит, и я вижу, как с этого образа, как одежда спадает черная этого писаря, и вылетает такой человечек с крылышками, как у бабочки. Я спрашиваю, кто это? Так, а это Тарас. И у него в руке, в левой руке такое ведерко черное. И Мгм. я ему передаю информацию о наших сеансах и передаю информацию, что если он хочет, он может отказаться выполнять черную миссию и принять, освободиться. То есть все я это ему передаю. Мгм. Хорошо. И вижу, как этот черный спрут, который вот появлялся, он начинает там все в магии, в секторе магии, это все давить. И Мгм. вижу, как оно давит и вот так уползает вниз постепенно, постепенно. А Владимир расторгает контракт. Мгм. Говорит Хорошо. Царьград. Сейчас я посмотрю, что. Да, Что это Царьград. Царьград? И я вижу, что там получается такой треугольник. Киев, Царьград и Иерусалим. А там, где Иерусалим, вот так все почернело. И оно связано именно с сектором магии, с Писарем и с Ильей. Мгм. Это их уже ответственность, их карма. То есть они приняли там какое-то ам, участие негативное. А М. вижу, как Владимир Мономах достает из этой купели эту королевишну. И эта купель, вот так она уменьшается, и этот советник выливает вместе с его содержимым, с этой водой, на голову себе одевает, то есть карма. Мгм. Вот, и как будто оторвалось что-то вот от двери, от той, где выглядывала эта истинная жена. А истинная жена, она считывается М. как принцесса, королева души. Что это такое? Мгм. Кто это или что это? Воплощена ли она сейчас? Виктория, знаем ли мы Сейчас я ее? посмотрю. Посмотри. Так, ну сейчас я передаю Владимиру, чтобы он очищал все его пространство и наполнял его светом и полностью растворил все эти чужеродные черные энергии, Мгм. чтобы он зашел каждое из его воплощений, где он терял гармонию, целостность и возвратил себе. И я вижу, как он вот вытаскивает что-то из этого, как рог такой. Он держит Так. за вот так, как рог такой, держит его за, ну, за конец, скажем так. Ага. А там он туда пошел, и он его вытаскивает. Так, что же это такое? Мгм. Читай информацию, что это Вот за род. он показывает, он Мгм. пустотелый внутри, а снаружи свет, как из света соткан. А внутри там, я слышу, мироздание, миросоздание кривых зеркал. Это вот этот мир этих программ. Он опустошил наше священное пространство, сделал его как корочка, только свет снаружи, я слышу фальшь, а внутри вот эта вся гадость. Мгм. И
И когда он берет это в свои руки, то этот рог, ну, знаешь, он как рог изобилия, вот так выглядит. И этот рог начинает высыпаться с этого рога, эти все искажения, эти все книжка вот это запутанные, это все и становится таким шаром. Э, И я смотрю, что это такое. Мгм. Он говорит иллюзия быта. Так, что это? И я вот вижу, это эфирный отпечаток всех событий. И в секторе магии появляется кто-то появляется, которые Приказываем. рассматривают. Приказываем проявить, согласно его физической ДНК, отвечать, кто он такой. Вижу какое-то существо, у которого на голове хвост. Как у ящерицы, вот так закручен в такую спиральку. Мгм. Так, что это за существо? Приказываем отвечать, его суть, кто он такой. Я вижу, что оно выглядит как перевертыш, вот такое, это какие-то программы. Это как ящерица вверх ногами. Извиняюсь за выражение, там, где попа, голова, а там, где хвост и вот ноги отсюда. То есть вот так считывается. Мгм. Я слышу ложь, фальсификация, подстройка под реальность, Мгм. какая-то мистификация, Мгм. мистификация. Так, и от этого это как выглядит, как будто это лаборатория, от которой такой черный портал пошел резко вниз. Мгм. Так, кто хозяин? То есть Кто вот это хозяин? считывающие программы. Ага. Это Кто? считывающие программы. Так, кто Я слышу главный этих? магические ритуалы. То есть магические ритуалы, вот оно что, как эта дверца открывается и впускает, но что интересно, эта дверца, она имеет как такой механизм управления. То есть когда человек подчиняется этому а, гипнозу, то Мгм. как бы дверца открывается, и эфирное пространство человека становится доступным. Мгм. Так, а как вот эти, а, это существо, вот это перевертыш, как он относится к этому рогу? Он по отношению к нему был в секторе магии? И я вижу вот так ляп-ляп-ляп-ляп, вот так приклеить. Это то, что Илья делал, приклеивал, ам, я слышу, отдача кармы, образно говоря, так и слышу. То есть, ну, там, если рассматривать, то можно, а, Сложнее. Мгм. да, там можно много чего накопать. Ладно, не будем пока копать. То есть Давай это принятие, то есть Мгм. кто-то лжет, кто-то фальсифицирует и таким образом переносит карму, ответственность за происходящее на человека. Я вижу, что на этого Владимира Мономаха очень много навешали того, чего он на самом деле никогда не делал. И я хочу с ним поговорить, потому Поговори. что он вот так говорит, что я принял решение, вот он говорит, крестить мою дочь. Он говорит, мою дочь. Мгм. Так. А кто его дочь? Он говорит, не знаю, жена. Ну, ну, то ли это жена, но она не считывается как женщина, с которой спит мужчина. Она считывается жена, в смысле женщина, как женская часть, ответственная за интуицию и за соединение с душой и с Творцом. Мгм.
Ага. Это вот эта связь, которая направляет, интуиция связывает человека с божественным источником, с первоисточником, со Вселенной, с его родной душой. На физике, вероятно, он кого-то там и крестил, но сейчас мне интересно, он крестил всю Русь, весь Киев? Читай информацию, Виктория. Крестил ли Владимир всю Русь? Он говорит, нет. Угу. Говорит, не было. Он говорит, что он принял крещение, что он крестил, и он говорит, поднял руку на мою дочь. То есть таким образом он заложил основу ложной религии, религии, которая основана на принятии жертвы, насилия, и религия, которая уводит человека от первоисточника, от его конов, где находится, образно говоря, рай, гармония, процветание. Угу. Я слышу, в истоке смерти. Угу. Вот. Так, с этим вроде тоже разобрались. Так, ну давай вернемся, Виктория. Так, мы хотели посмотреть, вот эта лаборатория Да. магических ритуалов. Хотели посмотреть, кто хозяин этих программ. Ему я, хозяину, приказываю проявиться согласно его эфирным ДНК. Дух, он находится ментально по центру, в нижнем пространстве, хвостом огромным, как ляпнул. Кто он Это такой? Приказываем ему называться. Суть его. Это дух, имеет вот этот суть этого Люцифера, Угу. дух, Творца преисподней, создателя темных миров, тьмы. Так, с этим понятно. Хорошо. Хорошо, Виктория, отсоединяйся от этих ситуаций. Возвращаемся к контракту. Да. Так, Владимир пусть приказывает всем этим сторонам контракта, Люциферу и остальным забирать все ихние воздействия, ложь, обман, навешанные вот эти контракты после чужую карму, пусть они забирают все ихними руками и призывает Владимир пусть коны кармы за ихние воздействия. Я вижу, что у него по его энергетическому стволу вот это было как перевернутый этот, рептилия с этим хвостом закрученным сверху. Угу. Я вижу, как он сидит, ломает вот эту книгу, которая была как из 2 частей. Он ее переламывает. И я вижу, как он эту сияющую половинку, правая, которая вот сюда, он ее дает в зубы этим, кто находится магом, этому советнику. Угу. Так, просто в рот ему в зубы эту светящуюся книгу. А другую эту черную ему под ноги вот так как-то. И в этот момент потолок, о который он ударился, вот так раздвигается, уходит, и он залетает как ангел с ого, в этой одежде, мономах, в этой Угу. одежде. И я вижу у него этот жезл черный, и он его вот так, этот крест, ломает. Он разломался, он его выбрасывает, и он вытаскивает эту подключку от будущего, и потекла эта черная река обратно. То есть этот весь негатив. Угу. Хорошо. Пусть чужеродный все отправляет или растворяет, трансформирует в свет, призывает все его частички души, отделяет от чужеродного и восстанавливается, гармонизируется, поднимается вверх.
я вижу, как у Соломона вот эти руки черные у него были, то есть импланты, которые служили чужим богам. Вот эта веревочка вот так от этих рук развязалась, и руки засияли, и он залетел. Я ему тоже передаю, и он вот так идет, где сектор подписания контрактов, и достает свой хлеб, говорит, какой-то хлеб, черный кусочек такой, квадратик, какой-то Мгм. черный кубичек. И он этот черный кубик вот снова вот так берет и засовывает вот в рот этому писарю. И какой-то Мгм. гром начался, все начало рушиться, вот это черное, все рушится. И он вот так происходит, что-то страшное происходит. Все начало двигаться, вот так, как будто землетрясение, вот так волны черные. То вот это черное лежало внизу, а сейчас это все волны вот так движутся. Мгм. Как считывается, это катаклизм или что это? Это буря. Мгм. Я слышу буря, возмездие и гнев. Я слышу, и считываются энергии гнева. Мгм. Гнева от первоисточника. Он на какую-то маленькую минуту сильно разгневался на тех, кто... Я спросила, на кого он гневается. А я слышу ответ: на тех, кто противится истине. Мгм. И вижу, как Владимир Мономах подал руку, и вышла женщина сияющая. Она считывается как истина. Вот эта жена — это и есть истина. И он ее вот так берет и ведет, и она заходит к первоисточнику, в ту дверь, где выглядывали. Мгм. Какая-то женщина выглядывала. Она туда зашла, ее там одевают. Она как невеста. Как невесту одевают дружки. Мгм. И когда она это сделала, я вижу, что эта дверца начинает растворяться, падает, уходит. И у Владимира появляется вот рука, такое золотое кольцо. Он обрел целостность, гармоничность. Я ему передаю, что его рациональная часть во всех воплощениях, во всех временах, измерениях отменяет любые соприкосновения с антимиром, расторгает все контракты, подконтракты, соглашения, подсоглашения и принимает истину, гармонию и свет. Мгм. И вижу, как он изнутри, вот как этот был провал, он вот так как выходит, это раздвигает, как пловец плывет, руками раздвигает пространство. Вот так он сделал, изнутри расширяется, и эта стена уходит полностью. Я ему передаю, чтобы он очистил все его пространство. И снова я в том же пространстве, в этом храм такой какой-то, дом большой. И он уже книгу под рукой держит, ходит. Мгм. Слышу там шаги такие. И Так. он говорит: "Я сделал", и садится за стол. И я вижу, что он пишет. Он говорит, что он пишет новую историю. Вот точно так же, как этот Тарас сидел, писал писарь черное. Он вот так сидит, и у него тоже такое углубление есть, только светлое все. И он туда положил вот эту сияющую книгу, а в этой книге вот внутри как колобок солнце светит. Так Мгм. вот он наш носитель истины.
Кона истины. Вот носитель истины. Хорошо. И он смотрит сейчас, я ему передала, и он смотрит вот так внутрь, в сердечную чакру. Я ему и она светится, там вот это выполнилось все, заполнилось прямо этот колобочек вот там внутри. Я ему передаю, чтобы он вытолкнул все чужеродные чипы, импланты, подключки, и он снимает змею, которая вот так как-то за спину ухватилась. Угу. И вот ее в сектор магии. Слышу слово такое странное — отрешение. Отречение, От отрешение. решения от чего? Я слышу от истины. Там вот эти, А, где этот, окей. колдуны эти в секторе магии. Этот советник и писарь. Угу. Вот. Пусть отдают им ихние, приказывают им забирать ложь. Пусть они своими руками убирают всю ложь с нашего святого пространства, забирают. Я вижу, Их. как, вот эти символы, которые понавешивал, и эту пирамиду, Илья что понавешивал, Угу. они как кнопки такие с таким этим. Развора выходят с пространства Владимира, разворачиваются и начинают колоть вот этого советника и писаря в книгу колют. Когда Угу. в книгу колят, то Тарас вот так, а, а. Я слышу кармический откат. Угу. Ясно. Ну, если хочет, пусть отменяет его. Да, я Тарас, передаю всем передаемая участникам, информация. всем Да. этим. И Угу. передаю тоже Владимиру, чтобы он все эти чужеродные энергии полностью уничтожил, стер с лица информационного вообще, оставил только божественный опыт, а все это стер и превратил в свет. Угу. Да. Хорошо. Так, ладненько, Виктория. Поднимаемся все вместе вверх, Да. отсоединяясь от всех этих ситуаций. Мгм. Так, вот такая вот вопрос про шапку Мономаха. Где этот оригинал этой шапки сейчас находится? Если она... Это энергия. Что это Я такое? слышу вот так, что оригинал — это корона Данила. Угу. Корона Данила. Корона Данила. Так, а кто такой Данил? Сейчас посмотрю. Сидит на коне. О, памятник Львов. Угу. Данила Галицкий. Я слышу князь сия Руси. Угу. Ну, Так. интересно. А кто сейчас владеет э, этой короной? У кого она сейчас находится в наше время? Кто Я хозяйничает ей? слышу ФСБ. Угу. Она в Москве, я вижу, звезда красная под звездой, под рубиновой звездой. Так, Виктория, что нам сделать? Забрать энергию, приказываем им вернуть первоисточнику, хозяину. Ну, смотри, это всего Что мы лишь можем предмет. сделать? То есть Предмет? темные маги, они придают значение физическому воплощенному, то есть Мгм. предметам, идолопоклонства. Но на самом деле всю силу имеет только решение человека. И вот этот вот мне пришло, это от решения, то есть отказаться от решения своего. И Мгм. эта область наша, как
когда мы отказываемся от принятия своих решений, то есть Энергия. отказываемся от того, чтобы принимать решения, тогда это называется отрешение. То есть безалаберность и безответственность. И тогда Мгм. эти решения находятся в руках у колдунов, и они буквально считывают эфирное пространство человека, потому что их цель– это докопаться до каких-то ошибок и доказать типа, что человек, этот творец, недостойный на жизнь и на процветание, и на то, чтобы называться светлым. Но это все ложь, потому что человек в его пространстве имеет право делать в любую секунду все, что он хочет. Думать и передумать, принимать решения, отменять решения. Вот. Так, ну хорошо, Виктория. Пусть то, если мы имеем частички нашей энергии, потенциала с с этой шапки, забираем. И я вижу, как это не шапка, это корона, настоящая корона, Мгм. Корона. Мгм. золотая Ну да, корона. да, да. Смеха. А, да, и с нее уходит. Я вижу, как это она поднимается вверх, а эта звезда красная, она вот так рассыпается, а корона поднимается вверх и вырастает такой, как шар. Я слышу благословения. О, Мгм. благословение Отца. Так, ладно, хорошо. Виктория, отсоединись от этой ситуации. Да, А, отсоединяюсь. мгм. Так, давай посмотрим, Виктория, что такое тюбетейка Мономаха. Что это такое? Ну, сейчас я вижу в секторе магии такой образ человека, который сидит таких, как будто вот так, на подушке или на ковре на каком-то, и от Мгм. него тянется такая подключка, а потом она вот так как-то заходит в спираль, и от этой спирали на голове такая шапочка какая-то Мгм. черная. Это программа. Я слышу программа унижения. Ну, я так и считывала. М. Программа унижения. Я слышу, да. Мгм. Так, а вот этот в секторе магии находится. Кто он такой? Приказываем ему проявить согласно его физической ДНК и отвечать, кто он такой. М. Там появляется вот это, как стоит не в приличной позе. эм, м, Вот этот сине-зеленый, черный такой, как рептилия, и хвост такой. Мгм. Во рту у него что-то. Мгм. Считывается пожиратель душ человеческих. Хан. Мгм. Хан. И вот так звучит уран. А что это за уран, Виктория? Что это такое? Сейчас я посмотрю, что это за уран. Мгм. У него вот это какая-то пластина во рту. Уран. Хм. Черная пластина такая, как темно-серая. Как будто это какой-то графит, что ли. Считывается как уран. А внутри этого графита такие, как шарики электрические. И Мгм. такое идет, как будто бы сейчас оно взорвется вот так. То есть уран– Мгм. это как какой-то то ли металл, то ли камень, что-то такое. Ну, химический элемент, что-то Химический связано. элемент, да. Мгм. Оно, ну, буквально оно вот как кусок какой-то породы выглядит. Мгм.
Так, Виктория, ты сказала, что он находится в секторе магии. А в чем секторе магии он находится по ментальной карте? Я слышу у гармонии, у Мгм. нашего пространства всего. Так, приказывай этому хану, что он делает в нашем пространстве. Проявился вот этот заискивающий, что вот так, советник. Мгм. Так, что это за уран, что он делает с этим? Каковы его цели? Приказываем отвечать. Я слышу заложить бомбы. И вот эта гармония — это как эфирное живое пространство, считывается человеческой мысли. Мгм. Это как общее человеческое сознание, общее человеческое поле сознания. И он закладывает туда мины, как бомбы. Мгм. А что это за мина, Виктория, как общая суть? Я вижу такие пирамидки, а, Мгм. какие-то магические ритуалы, и там такие вот спиральки, спиральки. Мгм. Сейчас. И сейчас я увидела Мону, она сидит, и у нее глаза не открываются. У нее ж такие огромные глаза, а это такие как щелочки, маленькие, не Мгм. открываются. Она уже не может лгать. То есть и они Так. создают, а, у нее вот в голове маленькая такая пирамидочка, вот Мгм. из третьего глаза, а он берет и делает ее большую. И там расставляет вот эти символы. Я слышу символы дьявола. Мгм. Так, хорошо. Намагичивание Мгм. пространства. Так, мы его видим, его дела, приказы ему забирать с нашей гармонии все его воздействия, эти последствия воздействия. Пусть применяет он эту всю магию на нем самом. Он снимает с этой пирамиды власти, он увековечивает власть дьявола на земле. Он снимает, одевает эту пирамидку ему же на голову, а внутри этой пирамидки, как этот хвост такой, как эти змеи росли у дьявола из-под ног, М. считывается гипноз, магия. Мгм. Также считывается магия, мафия, то есть только буквочка одна. Мафия — это власть дьявола, Люцифера на земле. Это М. мафия — это проявление его, я так и слышу, критического мышления. То есть это его логика, укрощения рабов. М. Так, ладно, Виктория. Призываем силы кармы за его насилие над нашей гармонией, над чистым пространством. Отдаем ему карму. Мгм. Все, отсоединись, Виктория, от этой ситуации. Так, все уничтожаем. И Уничтожаем, отправляем на проявляется аннигиляцию. Владимир как начальник истины. Мгм. Вот ты стоишь как начальник эфира, он как начальник истины. Мгм. Так. Вот. И мы все вместе уничтожаем все это, приказываем этим всем колдунам, ну не только Илье и Моне, вообще Да. всем колдунам со всей нашей планеты, со всего эфирного пространства немедленно убрать всю магию, воздействие, все и применять к ним же карму. Никто Мгм. не отменял. Я вижу, как это море, вот это бушующее море, да, Мгм. это та мысль черная, насыщенная, то есть это их способ мышления, вот этих темных, которые
служат энергиям смерти Мгм. дьявола. И оно как море бушует и захватывало живое сознание. И мы призываем живое сознание нашей Вселенной вернуться к источнику, к истине. Мгм. И эти все бушующие море приказываем убираться с нашего Приказываем живого убираться с пространства. нашего священного пространства, забирать все их воздействия, последствия воздействия, очищаю эфир, отдаю им все ихнее чужеродное. Так, хорошо. Волна пошла, вот такая света прозрачного. Я слышу до отдаленных уголков Вселенной. Мгм. Распространяем свет, Да. истины, гармонию и любовь первоисточника. Так, хорошо, Виктория, от этой ситуации отсоединись. Так. Владимир интересовался, хотел посмотреть, куда дели околоплодный пузырь, в котором он родился. О, я вижу, женщина такая темная. Она миску вот так несет. И вот так, пух, в туалет. Мгм. Выплеснула. Так, были ли там энергии или частички души Владимира? Я вижу, что энергетически он через пупок связан. Мгм. Нижние чакры, ну так, внутрь проходят и к пупку. Не отсюда, а изнутри, как бы сзади. Мгм. Вот. И малышек, да. Я этой женщине говорю, что это она делает, зачем она это а, Выливает. выливает. Есть же такое, что нужно... а, вот я вспомнила. Я Обычно ж вспомнила, дерево сажают, там, да, например. кто-то говорит, что нужно закопать, дать земле, а она выбросила туда, где эти черви. Я ей говорю, что если она сейчас не отменит ее решение, тогда она примет карму за вмешательство в живое пространство Владимира. И я вижу, как она закапывает, и Мгм. миска такая стала белая, то черная была, и она сразу эту миску раз и так поставила, как к стене вот Мгм. так. И миска эта белая, и эта женщина отсоединилась, эта программа ушла, и ребеночек переносится в сектор Первотворца. И Владимир так смотрит, и там у него какой-то треугольничек на попке. Я ему передаю, что он выталкивал эту подключку Мгм. и устремлял свой взгляд на свет первоисточника. Он протирает эти глаза. Я вижу, как ребенок растет. И его духовный взгляд, Мгм. я слышу, Хорошо. разворачивается. И я услышала такой, как скрип, и его энергопространство вот так выровнялось. И там появилась тетка, которая считывает эфирное ДНК Владимира, какая-то гадалка. Это Валентина. Мгм. Да, Валентина, да. Так. Что она делает в пространстве Владимира? Приказываю ей отвечать. Я слышу, ущемляет его права быть согласным. Вот это она его как замораживает, он верит в то, что она говорит. Она, в принципе, сказала правду, но если она не показала выход. Мгм. То есть всегда, когда есть правда, всегда нужно, вот если есть проблема, вот есть решение, тогда это нормально поданная информация. А вот это
она не Мгм. дала решения, потому что у нее ее и не было. Она как служитель этого Мгм. культа, да, магии. Хорошо. Пусть Владимир зайдет в тот момент, когда он был у нее, посещал ее. Прикажете забирать вот эти магические воздействия. Если она хочет, пусть она отменяет это решение. Можем передать ей, если она хочет принять Да. информацию из наших сеансов, алгоритмы. Если она хочет, пусть она тоже освобождается, отменяет эти методы воздействия на Владимира. Я вижу, как у него отсюда, с правой руки, вылазит просто такая светло-серая змея, прямо с чешуей. И Мгм. она, ну, голова вот у нее, у этой женщины. И это все выходит, и слышу какой-то выстрел в секторе принятия решений. Вот это Мгм. он стоит и как стреляет. Мгм. Так, что это за решение? Сейчас я посмотрю вообще, что это такое. Там прямо Мгм. человек стоит, так знаешь, как целится и стреляет. Мгм. А я слышу желание убить дьявола. То есть это так миссия срабатывает. Мгм. Я только у него это ружье направлено было, знаешь, куда? Да. Вот туда, где он вот показывал этим, то есть в то пространство, где был подписан контракт. А сейчас он разворачивается и стреляет вот в сектор магии. И это ружье все от него вот так отскакивает, и он просто выходит, ну, просто как вылетает Мгм. с этого пространства. Я передаю, чтобы он очистил все его пространство от и Мгм. отменил все похождения к гадалкам, экстрасенсам, и чтобы он вернул веру в себя, в божественный источник, и вернул себе всю его гармонию со всех мест, где он терял, восстановил целостность, коны изобилия, благополучия, добра, Мгм. а Мгм. все чужеродное Так, просто превратил в свет. так, хорошо. Пусть он это сделает. Да. Так, Владимир интересовался, был ли когда случай, когда встречался ему на пути, вот эти покойники, которых везут и раздающие пакеты со сладостями. Было ли такое событие в его жизни, когда он Я такого принимал? не вижу. Я вижу только вот как этот кубик ну, такой квадратный кубик он держал в руке. Мгм, держал. Хорошо. И он это отдал, вот так как размазал по этому сектору магии. Сейчас Мгм, он показывает мне руки, и у него из рук такие столбы энергетические идут. мгм, То есть он освободил эти. Так, у него еще левая рука. Я проверяю левую руку, а левая рука у него энергетически привязана, а, как к копчику. Черная такая энергия с левой руки выходит и привязана к копчику. А от мгм. копчика, как хвост, такая плоская, это как-то волна такая тянется в сектор интерферента. Так, кто это в интерферентах? Хозяин этой энергии, приказываю ему проявить согласно эфирной ДНК. Так, там сидит как такой, как в кресле вот так сидит огромный крокодил. Живот так выставил, живот Мгм, такой светло-зеленый. И вот так он сидит, на голове шапка. мгм. Так, что это за крокодил? Приказываю ему назваться, кто он такой, суть его. Так, а хвост так тянется в сектор магии. Ам, Так, кто же это такой? Кто он такой? Приказываю ему отвечать. Я слышу демиург, Мгм. начальник жизни.
поэтому А, приказываем да, ему это связано отвечать. с этой пуповиной. Я Мгм. вижу, как Владимир раз смотрит, а у него там буквально где правая нога, как маленький такой выгребная яма. А может, вот поэтому в России очень много выгребных ям? Ну, вот эти туалеты такие на улице. Это М, программа вообще такая, наверное. Да, возможно. Так, приказываю этому демиургу, что он делает в пространстве Владимира, приказываем отвечать. Вижу вот этот маленький ребеночек, и он его как будто бы так, такими черными затягивает под уши. Это бабка-повитуха. Это какая-то тетка, которая помогала рожать. Мгм. Она что-то шепчет. Она делает заговор на пуповине. Да. Заговор, да. Я вижу эту пуповиночку, и она такая уже 7 дней, засохшая. Мгм. Она ее положила. Вот я этот жест уже видела, только не обратила внимания. Она положила, как в карман положила себе. Так, приказываю этой женщине отвечать, что она делает в пространстве Владимира. Говорит, колдую. Так, видит Владимир, что она колдует, это воздействие ее. Проси Владимира. Он говорит, да, я вижу. Мгм. И я вижу, что очень черная женщина, и вижу, как рождается ребенок, и сразу вот эти энергии от этой тетки. Мгм. Так, пусть приказывает Владимир этой тетке забирать ее заговор, ее воздействие, колдовство, магию, насилие ее же руками. Вот, и этот треугольничек из его пупка уходит. Я ему передаю, чтобы он очищал все пространство, закрывал все порталы, выталкивал все чужеродное. И Мгм. вдруг я его увидела в его комнате, Так. и кто-то сторонний там М. а, смотрит вот так на него. Это энергия, Так. дух, считывается дух пространства. Это как поле такое энергетическое. И вижу, как, так и слышу, Владимир Мономах снимает правый сапог и этому духу в рот. Мгм. И начинается вот это все такое, как будто клубится, как все клубится, как клубок змей, как будто бы. И М. он говорит, что он расторг контракт. Да, я передаю сейчас, чтобы Владимир очистил все его пространство, чтобы он все физическое его пространство очистил. М. Так интересно. Всюду смотрит. Туда, сюда. Чтобы он Да. проверил все его воплощенное тело, все его дела, все его события и очистил на всех уровнях сознания, подсознания, убрал все эти зеркала, разбил и Мгм. почистил. И вижу, как он как будто окна вот так открывает, и такой свет наполняет все. Весь его дом вместе с ним, я ему передаю, чтобы вот поднимается вверх, чтобы он Мгм. очистил все, что касается его рука, его разум, все, что принадлежит ему. Да, вот этот родительский дом, где живет младший брат, если он хочет, пусть тоже очистит, если он в его компетенции. Я вижу, что у него подключка к этому дому. Я ему передаю, что это его родительский дом, и он сейчас по своим каналам может про Дать передать информацию. совет об Мгм. очищении, очистить все, что касается его, от самого его первого воплощения и до сегодняшнего. Очистить все пространства, Мгм. превратить все в свет, в благополучие, в разум, в истину. Мгм. Хорошо. Да.
Так, отсоединяйся, Виктория, от этих ситуаций. Все вместе Да. поднимаемся максимально вверх. Все чужеродное выталкиваем из нашего пространства, сжигаем, аннигилируем, трансформируем в свет, наполняемся энергией жизни, гармонии, любви, света. Мгм. Посмотри сейчас, как Владимир выглядит. Он выглядит, как будто он такую книгу держит под правой рукой. Когда я попросила, он ее так раз и открыл, показал. И когда он ее открыл, там появился как будто бы книжка-раскладушка, такой город сразу. И он говорит: новый город. Мгм. О, это новая власть по конам Творца. Супер. Отлично. На основе конов истины. Мгм. Так, хорошо. Владимир хотел переродиться в чистом пространстве, чистым, без всех подключек, гармоничным, живым. Если он хочет, пусть он это сделает. Да, вот эти родовые травмы. Я ему передаю, что он может отказаться принимать Чужеродную генетику, чужеродную программы. энергию, генетику, Мгм. и только наполняться светом, гармонией первоисточника, и пусть исправит всю его генетику, все его эфирное физическое ДНК, приведет к норме, к гармонии. Мгм. Хорошо. Да. Ну, хорошо, Он выглядит как Виктория. ангел, Мгм. энергосфера прозрачная, Мгм. показывает лицо. Я ему передаю, чтобы он исправил все изъяны, чтобы он исправил все, наполнялся абсолютным здоровьем, гармонией, целостность восстановил. Да, пусть он это сделает. Восстановит долголетие, жизнь, гармонию. Все, Он что говорит, он что его хочет. лицо М. приживается. Я ему говорю, что он может сейчас зайти в тот момент, когда он абсолютно здоров, все восстановилось. Мгм. Хорошо. Пусть он подготовится, сделает это, и мы войдем в тот момент, когда это полностью произойдет. На счет 3. 1, 2, 3. Очень интересно. Энергия стала а, такой с розовым оттенком. Мгм. А почему розовый оттенок? Как он считывается? Считывается любовь. Мгм. Хорошо. Ну, здорово, Виктория, хорошо. Так, спроси у Владимира тогда, все ли мы сделали для него на этом сеансе. Он говорит да, и Мгм. он показывает, говорит, что мы освободили его руки. Хорошо. Пусть Владимир передаст информацию о его освобождении тому, кому он хочет, в родовое древо, в Мгм. личном пространстве, в общее пространство. Мгм. Хорошо. Так интересно, когда ты Мгм. сказал родовое древо, то у него там, где ноги, такие как стволы дерева, а где корни, там крона такая. Не корни, а прямо крона, Мгм. как дерево такое. И сверху дерево, и там дерево. Я передаю, чтобы он очистил его родовые корни, его родовое древо от самого начала, когда началось искажение, и до полного освобождения, чтобы он направил по всем его каналам свет, гармонию, процветание и истину. Мгм. Пусть вытесняет полностью из рода все чужеродное и заполняет светом любви, гармонии, жизни, истины. Я вижу, как он это делает, и вот там, где карта проявилась снова, где Иерусалим, там такая змея черная. И он схватил эту змею черную и начал ею так бить. Мгм. Говорит искажение.
искажение истины. И все вот так, где этот был писарь, в этой келье, все так пух, и исчезло. Здорово. Хорошо. Да. Да, То есть жить. вместо того, чтобы творить негативные вещи, давайте будем творить добро, любовь, гармонию, процветание, верить в это, потому что оно есть, это факт. Я зачем вот рассказываю все, как я это понимаю, это про самосаботаж. Я ж все рассказала, как человек в этой ситуации рождает негативные события. Почему? Потому что мы творцы. Так если мы можем рождать плохое, зачем оно нам? Отказываемся и учимся творить только добро.